Привет, друзья! Многие родители слышали о детских планшетах, но не у каждого ребенка есть именно детский вариант данного устройства. Причина часто не в цене, а в различных опасениях и предубеждениях. Типа, что может дать планшет ребенку? Безопасен ли он? Как насчет доступа к нежелательной информации? Давайте разберемся на примере планшета BDF Q10, который продается в России. Его с легкостью можно купить, например, на Озон, поэтому мне он стал интересен. Давайте расскажу все подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Набор, конечно, очень интересный и яркий. Все создано специально для детей, чтобы они получили максимальное удовольствие от процесса распаковки. Ведь в наборе, кроме самого планшета, блока зарядки и кабеля, еще много ништячков. И тут непонятно, от чего ребенок больше обрадуется. Напишите в комментариях, если ваши дети подобное уже распаковывали и как они реагировали на это. Начнем по порядку. Чем отличается детский планшет от обычного? Его легко узнать по яркому, веселому корпусу, который часто имеет необычную округлую форму, без острых граней с прорезиненными углами, как в моем случае. Производители утверждают, что материалы корпусов таких планшетов не токсичны и безопасны для детей. Корпусы детских планшетов толще, чем у обычных, что помогает защитить устройство от ударов и падений. Габариты и вес вы видите на своем экране. Сзади корпус имеет крепление, подставку для установки на стол планшета, что очень удобно. Дисплей размером 7 дюймов с разрешением 1280 на 960 пикселей воспроизводит реалистичную картинку. Матрица E-Ink Mobius карта обеспечивает среднее по яркости изображение с естественной цветопередачей. У планшета две камеры на 2 и на 5 мегапикселей. Они не блещут качеством, но они есть, и это уже хорошо. 3,5 мм аудиоджек присутствует. Встроенной памяти здесь 64 гигабайта, плюс можно увеличить дополнительно карточкой до 256. Оперативки здесь 4 гигабайта, что вполне хватает. С таким экраном и разрешением все работает очень плавно и шустро. Работает вся эта радость на Android 12. Если не брать в учет яркий корпус, то детский планшет почти неотличим от обычного по внутренним характеристикам, хотя он все-таки немного уступает взрослым моделям, ведь это снижает его цену. Для ребенка планшет — это игрушка, и родители понимают, что дешевый планшет легче заменить в будущем. Как и в этом случае, планшет недорогой. Детским планшетам не нужна высокая производительность, так как игры и приложения для детей не требуют много ресурсов. Максимальная нагрузка — это просмотр мультфильмов на YouTube и других стриминговых сервисах. Тут установлен 4-ядерный процессор от Lenovo и видеоускоритель Mali G57. Для подключения к интернету планшет использует, конечно же, Wi-Fi. Заряжается встроенный аккумулятор на 4000 мАч от USB-C. Кабель и зарядка идет в комплекте, что очень удобно. Теперь про систему родительского контроля. Главные особенности детских планшетов — это специальная оболочка, в моем случае под названием iVava, и родительский контроль. Оболочка заменяет стандартный интерфейс Android, делает его простым и удобным для детей с крупными элементами управления и множеством предустановленных игр и образовательных приложений. Дополнительные игры можно скачать с магазина приложений, но это может потребовать регистрации и других действий, с которыми ребенок может не справиться, так что тут понадобится уже помощь взрослых. Родительский контроль позволяет ограничить использование планшета по времени и доступ к нежелательному контенту. Серфинг по сети тоже ограничен. Ребенок может посещать только разрешенные безопасные сайты. Редактировать список разрешенных сайтов можно только зная родительский пароль. Выйти из детской оболочки в обычную ребенок также не сможет. Оболочка не закроется без ввода все того же родительского пароля. Для подростков детские планшеты могут быть слишком примитивными. Для них интересны другие модели, в которых контроль осуществляется с помощью приложения Family Link, например, которое позволяет почти полностью контролировать устройство ребенка. Резюмируя, скажу, что детский планшет помогает ребенку познакомиться с современными технологиями, защищая его от нежелательного контента. Ссылку, где покупал данную модель для обзора, на Озоне оставлю в описании. Напишите в комментариях ваши впечатления от подобного детского гаджета, заинтересовались ли вы как родитель. Мне интересно, напишите, обсудим. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.